В этом видео я покажу вам, как я храню материалы, как я их складываю, сортирую, вот, и какие больше я предпочитаю в своей работе. Для пайеток мне очень нравятся вот такие емкости, органайзеры, где я их складываю по цветам в основном, для того, чтобы потом их было легко и удобно использовать в работе. Некоторые я складываю по размерам, некоторые я складываю по цветам. Они легко открываются, много места не занимают. А потом вот такие большие крупные коробки, менее удобные, но если есть, то тоже, в принципе, можно и в них сортировать и складывать все. Вот такого плана двухсторонняя коробочка. Вот она удобна, потому что бисер пайетки не перемешиваются. Вот в той предыдущей, если вы перевернете, перевернется, все смешается у вас. Вот такие цветочки тоже достаточно удобные органайзеры, можно их использовать. Бисер я храню вот в таких больших боксах, и мелкий бисер храню в таких маленьких коробочках. Потому что пакеты бывают иногда рвутся, рассыпаются. И вот то, что у меня часто в работе, я пересыпаю вот в такие коробочки. Бисер Миюки, он уже продается расфасованный в коробочках, тоже в принципе удобнее, чем в пакетах. Так у меня хранится бисер, который у меня не в работе. То есть то, что у меня новое, куплено, сложено, и я им еще там не пользовалась или просто пересыпала с расфасованного фабричного пакета в свой. Канитель, трунцал я храню вот в таких металлических коробочках, потому что в пакетах его можно просто поломать, поэтому очень рекомендую. Можно взять из-под любого крема и хранить в нем. Теперь мы рассмотрим пайетки поближе разного качества, разных производителей. Это пайетки производства Эмираты. Есть у них матовые, есть металлизированные, есть такие полупрозрачные разных размеров. В основном у них 4 и 6 миллиметров. Это для сравнения я вам показываю китайскую пайетку. Вы можете увидеть, как с нее снимается краска. Поэтому я не рекомендую вам покупать эти пайетки, так как вы вышьете и все покрытие полностью снимется и ничего не останется у вас потом в изделии. Это Эмираты 6 миллиметров пайетка матовая. Они довольно-таки неплохие, и цена у них относительно итальянских, французских пайеток очень низкая. Это итальянская пайетка. Вы можете увидеть, какой у нее красивый блеск, очень благородный. И, конечно, они отличаются по качеству, по тому, как они смотрятся в работе. Но опять же, если бюджет позволяет, то тогда да, тогда мы можем использовать эти пайетки. Если бюджет не позволяет, мы должны искать какие-то варианты, чем мы можем заменить. Это тоже черная итальянская пайетка, плоская. Вы можете увидеть, какой красивый блеск, перелив такой благородный. Я вам сейчас еще покажу на фетре, как они переливаются красиво. Конечно, итальянские пайетки я рекомендую использовать в своих работах. Это тоже итальянская пайетка с таким очень интересным покрытием. Если честно, я не помню, как это покрытие называлось, но
Они очень классно вживую смотрятся. Это французская пайетка 3 миллиметра и рядом пайетка 4 миллиметра. Эти пайетки я использую для вышивки каких-то свадебных изделий. Мне очень нравятся, они нежно смотрятся и они очень тоненькие по сравнению с другими. Далее это у меня японские пайетки, такие полупрозрачные, тоже великолепно смотрятся в работе. Это индийская пайетка, довольно-таки тоже неплохая. Фигурные пайетки, их огромное количество выбора разных цветов, разных форм. Можно тоже их использовать. Это японские пайетки. Вы можете увидеть, какой у них великолепный блеск. Это пайетка 3 миллиметра Индия. Индийские пайетки есть разные по цвету, по форме, очень большая палитра у них. Далее самый часто используемый бисер это бисер прециоза. В люневильской вышивке чаще всего используется 10 номер, иногда 11 номер используется. Также в прециозе есть 6 и 4, 8 номера. Это 8 номер бисера, это 6 номер бисера и 4 номер бисера, почти бусины, да. Сразу вас предостерегаю от использования золотого и серебряного бисера прециоза. Он, к сожалению, темнеет в серединке. Перламутр ведет себя замечательно, поэтому с осторожностью используйте именно в золоте и в серебре с посеребряной серебряной серединкой. Также есть разные формы еще в прециозе и стекляруса, и фигурного бисера, и бусин, которые можно использовать. Рубка прециоза довольно-таки себя неплохо ведет, но все-таки иногда она может резать нить. Далее переходим к обзору бисера Мацуно японского. У него великолепные переливы. Он идет немного дороже прециоза, но он уже смотрится гораздо интереснее в изделиях. У него красивый очень блеск. Это бисер Миюки номер 11. Я его тоже очень люблю, но он стоит дороже. Делика. Очень мелкий бисер, подходит для каких-то брошечек или свадебных платьев. Также хочу вам показать бусины граненые. Я их покупаю на нитях. И в магазинах отдельными бусинами я не покупаю, так как это выходит намного дороже. Крупные бусины тоже покупаю, все в нитях. Это бусинки прециоза. Они у них продаются в упаковочках. Также жемчуг использую прециоза, но, к сожалению, он все-таки может облазить. Поэтому имейте это в виду, используя бусины производства прециоза. Вот такие все граненые бусины. Это все покупалось на нитях, то есть как бусы, и просто потом распускалось. Если бы покупались эти все бусы отдельно, это было бы гораздо дороже. Вот такие металлические штучки с стразиками тоже иногда использую. Покупала также упаковкой оптовой. Иногда еще покупаю пайетки в Монпасье. Некоторые бывают, если мне приглянутся, могу взять.
производства. Я не знаю, чье у них пайеток, но ведут себя в работе неплохо. Хотелось бы еще уделить внимание фигурным пайеткам. Золотые — это пайеточки производства Франция. Розовые тоже когда-то покупала в Монпассье. Далее хотелось бы рассказать вам о шатонах или стразах-цапах еще, да, называемых. Будьте внимательны при выборе таких страз перед использованием. Намочите и проверьте, чтобы металл у вас не ржавел, потому что некоторые стразы, некоторый металл ржавеет, и потом придется просто переделывать работу. Очень люблю рис, бусины, очень классно можно их применять. Вот эти все бусины тоже покупала я в бусах, распускала их на отдельные бусинки. И вот разные формы, разные размеры, и можно потом все это применять будет в своих работах. Хотела бы вам еще показать разницу между жемчугом Сваровски и жемчугом Прециоза. Вот вы можете увидеть, насколько отличается покрытие в жемчуге Сваровски. Оно вообще не облазит, то есть оно держится. Но в Прециозе, к сожалению, покрытие может со временем уходить. На этом обзор материалов закончен, и мы переходим к следующим урокам.